Да. Но здесь вы очень сильно отжимаетесь, то есть вот здесь, когда вы мимо. Датс какой может быть примером в спорте? Он потянулся, раз, туда не бал. Я себя мясо, не знаю, вяленой рыбой ощущаю, которая... Здравствуйте, дорогие друзья! Салам алейкум! Мы рады вас приветствовать на нашем проекте «На грани». И у меня к вам вопрос. Сколько раз вы оказывались на грани того, что вы истощили свое тело и разум? Сколько раз вы подходили к зеркалу и не видели того света истинного предназначения? В этом проекте мы постараемся максимально разбудить в вас тот внутренний огонь, то чистое топливо, которое вам необходимо для того, чтобы вы встали и сделали что-либо. Я начал с себя, для того, чтобы изменить свою внутреннюю составляющую и улучшить свои навыки. У кого есть желание, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне. Все, что нужно вам для этого, будет под описанием этого видео. Ну а сегодня мы поговорим с вами о таком виде спорта, как ММА. И в этом выпуске мы вам расскажем, что происходит в бойцовском зале, послушаем наставления тренера, разберем пару техник и обязательно поговорим с профессиональным бойцом, который, я думаю, расскажет нам очень много всего интересного. Погнали! Работаем, вот джеб я кинул, защитное действие, контратаку, ногу кинул, щит ставим для пизда. Чуть разогрелся? Чуть-чуть, да. Чуть-чуть я уже хочу домой. То есть сейчас просто отсюда, вот, руки мои, здесь. Ни в коем случае здесь я не выпрямляю. Если я выпрямлю, уже болячка. Я здесь, вот, раз спину выпрямил, раз, два. Старайся чуть прямо выпрямляться. Не только вот сядь ровно. Выпрямил. Да, руки здесь держи, и оттуда, да, пошел. Раз, два, три, да, корпус не забывай, корпус у него открыт середина. Вы здесь выпрямились, раз, оба, отсюда, то есть не вот так. Если вы здесь уже баланс поймаете, что отсюда можно бить, просто вы отсюда не будете пролетать. Но если у вас понятие, как правильно локтем бить не будет, вы будете пролетать мимо, а это опасно. Как оказалось, это не так-то просто. Интересно, как у Давыдыча получается 1500 раз приседать. Вот вы бьете. Но здесь вы очень сильно отжимаетесь, то есть вот здесь, когда вы мимо, вы пролетаете. Снизу, сверху вниз, вот вы должны. Да, я защищен. Отсюда я защищен, отсюда нет. Лично мне очень нравится. Многие не умеют этого делать, грамотно. И даже если умеют, чуть боятся, что их перевернут, рэперов, там, не знаю, ногу зацепят, отхватят. Хватает. Ты должен быть готов, потому что тебя захватит ногу в контратаке. Вот ты лег, здесь защищать, он как обрабатывать. Чувствуешь, не дает он тебе встать. Ты хочешь посильнее ударить. Я лично отталкиваюсь, вот движение, наперед чуть-чуть делаю, ногами. Ногами, к нему вот встаю, зажимаю здесь, вот зажимаю. Здесь он полностью открыт. А вот так накрывать, он по-любому сразу закроется. Если не закроется, к ноге потянется. Раз, на него пошли. Человек, если потянулся левой рукой, к примеру, к ноге, сразу туда же, сюда, он открыт с одной стороны. Если потянулся к другой ноге, отсюда сразу. Он отсюда закрылся, отсюда он открыт. То есть вы должны уметь. Даже если он ногу взял, вот, меняйте, бейте, вот, берете не просто, а прям в челюсть целите, сюда, бейте. Встали, вам ногу схватили. В этот момент тренировочного процесса я
вспомнил о своей мечте. С малых лет и до сознательного возраста я мечтал стать актером. По специальности госуправления я был далек от этой профессии. В какой-то момент жизни Вселенная предоставила мне эту возможность. Если у вас есть мечта, оберегайте ее. Не слушайте никого, особенно тех, которые говорят, будто бы у вас чего-то не получится. Идите навстречу своей мечте. Ну а пока у меня новая мечта, и я иду за ней. Назад, вас уронят, вы сами упадете. Мне нельзя ни в коем случае отсюда, если он ногу схватил, сюда идти. Нагружайте его вот отсюда, бейте, бейте. И потихоньку вот законтролировали, ушли, здесь опять стали. Но ни в коем случае взял, вот так назад не идем. Если даже взяли, вот назад пошли, вот, а здесь тоже нагружаем. Вот отсюда бьем, вот нога ваша. И вытащили потихоньку. Ну что, думаю, теперь ты размялся точно, да? Сейчас с хавгардом поработаем. Это был гард полностью закрытый. Хавгард получается полугард, ну, на русском языке гард, ну, на английском языке. Мы сейчас элементарно можем наблюдать, друзья, что происходит в зале непосредственно в самой, так сказать, кухне этой боевой кузни, которая куется вот в этом зале. Мы можем наблюдать, как упорные тренировки и труд просто дают свои плоды. Элементарно вот Михаил Авакян, а в народе его знают как Мишка Черкес. Да, вот недавно вот его бой на ACL, кто смотрел, очень крутой бой был, очень крутой нокаут. Всем советую пересмотреть. Все поняли, что я новичок в этом деле? И каждый хочет выпендриться передо мной. Я думал, только в армии так. Потому что ты лучше, чем вон то, что висит. Если он ногу вам зацепил, всегда не стесняйтесь свою ногу, ему таз разворачивать, ставить вот сюда. Отсюда можете. И потихоньку, вот почувствовали, что вы попали сопернику? Вот тогда надо добивать. Тут я подумал подтянуться 2000 раз. Так, Просто боюсь оторвать. делать движение к ноге. Вот иду, естественно, человек ко мне потянется, я его начну. Вот и потянулся, я ему бах. Сейчас просто аккуратно. Он потянулся, раз, туда движение, бах. Раз, и сразу сюда ему. Прям я после тренировки каждый вот столько эмоций, такой всплеск адреналина. Я не знаю, откуда он меня берет, но, наверное, это еще с хореографией, когда ты выходишь на сцену, вот этот порыв, вот этот драйв, когда перед сценой. Здесь то же самое, только в конце каждой тренировки, когда ты работаешь на полный износ со своим соперником. Фух, дайте мне бомба, короче. Там давай! Давай, говорю! Толик, не бросай меня. Так не делается. Да, весело было. И у меня такое веселье будет продолжаться еще очень долго, по 2 часа в день. Ну а мы с вами продолжаем дальше, и на очереди у нас рубрика «Каково это?». И мы сейчас узнаем у профессионального атлета, каково это быть бойцом. Поехали. Итлешев Беслан Султанович, профессиональный боец с рекордом 18 побед, 8, к сожалению, или к счастью, или к опыту, 8 поражений.
Салам алейкум, Алейкум Беслан. салам. Рады тебя приветствовать. Хотели бы сегодня вот с тобой обсудить парочку тем, которые нас интересуют. Не только меня в частности, но и многих людей. Расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь? Путь бойца. Путь бойца начался у меня с детства. Так скажем, я любил заниматься боевыми видами спорта. Меня привел первый раз в зал, конечно, как отец. Потом у меня дядя преподавал, Аслан Инава, кстати, отец, карате, Шатакан. Я в 4 года, примерно, как сейчас мой сын Эмир, попал в зал. И со взрослыми бегал, прыгал. Они все удивлялись, как я много подтягиваюсь. И вот так у меня пошло. Потом в Майков в студенческие годы переехал. Сейчас имя, отчество не вспомню. Влад его зовут, к нему первый раз я попал в зал по карате Кёкучинкай. Там выступил, потом Аскер Калышав, который хорошо развивал и развивает сейчас на данный момент Панкратион, рукопашный бой. У него выступил, помню, засудил он меня там, у него свой ученик был, там не помню, парень какой-то. И за лучший, как там, волю к победе приз мне дали, чтобы я там именно этот зал не разнес. Паниковал, короче, когда меня судили, это мне не пошло. Ну, как раз сейчас люди вспомнят эту ситуацию, которую увидят. Да. С самого раннего детства ты уже был приучен к спорту. К спорту, да. Именно к спортивной составляющей я был приучен, мне нравилось. Я даже в футбол играл очень долго. Ну, как-то с футболом не сложилось у меня. Вот ты занимаешься когда спортом. Насколько важна дисциплина? Дисциплина важна везде, не только в спорте. Она, скажем, в бизнесе, в учебе, в спорте. У тебя нет дисциплины общей, ты в профессиональном спорте никогда не состоишься. Если у тебя нет таланта, именно похоты, именно отдаваться тому делу, чем ты занимаешься на все 100-150%, у тебя результата. В данном случае мы говорим, насколько человек дисциплинирован, настолько у него и получается. 100%. Другого варианта тут нет. Как обычного обывателя, да, человека, который с улицы, да, допустим, который для себя иногда занимается спортом и вообще следит за этим видом спорта. Что нужно человеку, вот, чтобы прийти в зал? Да, он, вот, допустим, он хочет прийти, он прям горит желанием, но его что-то туда не пускает. Ну, мне часто раньше, сейчас как бы не поступают сообщения в Инстаграме, поступали, ВКонтакте, там, хочу вот прийти в зал, ну, мне там 30 лет. Вот, когда человек такие вопросы задает, у него есть какие-то страхи, да? Все люди боятся, я боюсь, я Хабиб, там, я не знаю, все топовые, у всех есть страх. Если у него нет, то это дурак. Oh my God. Который с головой не дружит. Но этот страх каким-то образом преодолевается. Преодолевается чем? Ну, я, к примеру, раскладываю по полочкам, да? Когда уже у меня появился опыт, ты выбираешь. То есть ты будешь биться до конца, как мужчина, да, как тебя отец воспитал. Или же ты выбираешь просто выйти на ринг, не буду некрасивых слов говорить, ну, просто сдаться и не делать все для победы. Я не знаю, что со мной через минуту в бою произойдет. Я, может, палец сломаю, я, может, ногу сломаю. И настраиваюсь, чтобы у меня не отломалось, чтобы мне драться до конца. Но у нас лично в зале не убивают. Ты присутствовал в нашем зале, ты приходишь. Страх, именно боязнь получить по голове, боязнь у человека есть не боли, а проиграть. Человек боится проиграть. Но он уже проиграл, тогда, когда не пришел, первый шаг не сделал. Каждый ребенок хочет стать сильным, каждый парень хочет стать сильным, хоть раз подраться когда-то, за себя постоять. Это родители этому обучают. Я надеюсь, вот много кто посмотрит нас, увидит этот выпуск, и этот страх у них преодолеется, и просто придут в зал и позанимаются. Я вот всегда говорю, надо обращать не самих детей, а родителей внимание, чтобы они не затягивались этим, а детей отдавали в боевые виды спорта, на борьбу. То есть не говорить об этом, а показывать. Показывать. Это не сидеть сегодня пиво распивать у себя дома и говорить ребенку, иди, ты занимайся. Ты пример подаешь в первую очередь как отец, как мама. Когда ты стал профессиональным бойцом, что в твоей жизни поменялось? Что поменялось? Да ничего. Также я работал, пахал и в охране, и в недвижимости совмещал. То есть там-то такого налаженного бизнеса не было. Тогда у нас звезды кто были? Это был Александр Емельяненко, ну, скажем, Федор Первый Харитонов, на кого Прайд тогда был. Все на них мы смотрели, дрались. Ну, так поставлено цикличного, как сейчас на данный момент он бизнес, именно смешанное единоборство, нету. Ну, скажем, это в России сейчас он поставлен, в Адыгее он, скажем, на какой-то этап я его вывел,
а его такого нету. Но сейчас, можно сказать, смешанное единоборство в Адыгее на стадии развития. Развитие, да. Развитие на таком моменте, где мы вырастили уже своих чемпионов. По смешанным единоборствам нету. Чемпиона мира по панкратиону до этого у нас не было. Юра Вереницын стал, Инал Итлешев стал, вторым стал. Это Ислам Харетлев. И есть такие талантливые ребята, которые не состоялись, которые оставили, когда у нас первые проблемы с залом появились. Профессионально мы еще не создали. Чтобы профессионально это сделать, нужна территория, зал. Чтобы это была отдельно, как тебе сказать, база именно ММА. Вот это когда я добьюсь, я уже считаю, что мы добились многого. Но сейчас на стадии рождения, что там 30 залов существует. Ну, мы, я надеюсь, обратят люди на нас внимание, на сегодняшний вот этот выпуск, и появятся люди, у которых будет желание сделать эту базу, чтобы... Да, дай бог, чтобы вот максимум молодежи мы бы могли привлечь, даже для себя, да, чтобы человек занимался смешанными единоборствами. Для себя. Это уже большой плюс. Бытует такое мнение вот у народа, что смешанные боевые единоборства — это вот современные гладиаторы, просто можно сказать, и у многих, особенно после последнего интервью политического журналиста, то, что бойцы, они неразвитые, умственно какие-то отсталые, что они на голову отбитые люди, что это просто звери. Нет, вот, я бы не сказал. Расскажи, пожалуйста. Далеко это неправда, это оскорбление. Тут очень много ребят, везде свои дураки есть, и в политике есть свои дураки, который высказывался там про Хабиба, что Хабиб далеко не дурак. Кличко, скажем, в профессиональном спорте, далеко не дурак, все образованные. Ну, там есть один такой, есть один. Непонятно. Да, непонятно. Но человек, который дурак, он что там, ничего не добьется. Смешанные единоборства, бокс, это шахматы. Те же самые шахматы, где ты должен сидеть, думать. Здесь ты тоже в бою думаешь, анализируешь, ставишь тактику, которой ты придерживаешься. А до боя есть тактика, есть подготовка, есть функционал, есть тренера, с которыми ты работаешь. Это целая поставленная команда. И это вид спорта. Как же бокс был профессиональный. Вот, так же и он сейчас появился, смешанные единоборства у нас. Ну, не знаю, я себя дураком не считаю. Я отличником не был, но я хорошистом круглый был. И знаешь, чтобы я на улице просто так взял человека, оскорбил, меня бывало посылали. Я говорю, до свидания. Дурак — это тот человек, который за свои поступки не отвечает. Ну, я лично за Хабиба не видел, но чтобы он за свои поступки, за свои действия не отвечал. Я не видел, что он на человека накинулся, там, начал драться. Не только оскорбляет именно смешанные единоборства, он оскорбляет профессиональных боксеров, он оскорбляет вообще и любительские. Люди, которые занимаются, понимаешь, любительским панкратионом. Все сообщество бойцовского он оскорбил, каратистов. Скажем, Киокушин. Очень жесткий вид спорта, что люди там не доживают до 30 лет. Я знаю, что они разваливаются, они бьют друг друга как бешеные. А мы тут защищаемся, в голову не принимаем, там пытаемся как-то выжить. Даже, скажем, бокс для меня и тай намного жестче, чем ММА. Почему? Ты можешь находиться в стадии нокдауна, тебе могут отчитать 10 секунд, в силу своего духа, в силу своего воспитания ты встанешь, начнешь продолжить. Эти стадии могут быть безграничны. В одном раунде тебя могут 3 раза уронить, тебе судья может сказать стоп. А в ММА тебе попали, начинают добивать, судья стоп, все, такого ущерба здоровья нету. Ну, про Кавказ, ну, что там. Все, я не вижу тут воинственного народа, который на всех кидается, ломается. Мы всегда были гостеприимные, каждому рады, хоть с России, хоть с Китая, хоть там он будет с Англии, без разницы. Отличительная черта гостеприимства всегда была и воспитание. Система воспитания на сегодняшний день у всех разная. Вот расскажи о своей методике вообще воспитания не только детей, но и своих детей. И как ты относишься к воспитанию вообще нынешнего поколения? В каком направлении их нужно направлять? Что им нужно говорить? Мы живем в веке информационных технологий, мы все это понимаем, это как бы не 19, не 18 век. И поэтому, как правильно сейчас работать с детьми на твое усмотрение? Вот что ты можешь, с чем ты можешь поделиться? Тяжелый вопрос, тяжелый тем, что он, как ты говоришь, информационная вот эта вся технология,
она диктует свое, диктует людям, что без этого сейчас мы никак. Но именно в воспитании своих детей, ну, так скажем, кто-то поймет, я их воспитываю в адыгском менталитете, в исламе хочу воспитать. Это неотъемлемая часть, особенно ислам, религия, это в первую очередь для них будет, для моих детей. Выберут они это или нет, но... А детки, которые ко мне приходят, кто-то, ну, разная вера, кто-то верит, кто-то не верит. Здесь мне тяжело. Но детей именно воспитывать, я родителей предупреждаю, я строгий тренер, буду ругать, буду наказывать, так как нас наказывали. В детстве это нам не нравилось, но когда мы выросли, там нам уже по 30 лет стало, мы тогда уже поняли, что тренера были правы. Где-то нас палкой били. Конечно, я к такому методу сам не прихожу, потому что разные дети, разные родители. Мы вот в ауле-то выросли, там, где моего отца тренер знал, то вот он как-то понимали. К сожалению, очень много негатива с интернета идет, где дети, мы взрослые это понимаем, что это неправильно, а дети это воспринимают чуть по-другому. И у них полный доступ к неправильным каким-то шоу. Вот, к примеру, я недавно посмотрел бойцовское шоу, да. Меня вызвало это отвращение. Тегамил Гаджиев, я не знаю, как этого зовут там. Битва за хайп. Битва за хайп. Да. Где стирается стереотип вообще смешных тренеров и спорта. Да. Я могу годами тренироваться, развиваться как спортсмен, а тут какой-то, не знаю, ну, скажем, непонятный может прийти со мной подраться. Там, или же человек, который всю жизнь международника выполнил, там, чтобы, скажем, чтобы хайпануть, показать, на что он способен, не занимается вообще. И человек, который непонятно как живет, чем живет, он занимался 2 года, приходит, ему проигрывает. Хотя если будет в форму, он убьет. И тут какой-то там 3 человека, какой-то Камил сидит, какой-то там Вартанян сидит, который сам спортсмен не знает эту похоту и оскорбляет этих ребят. Я могу сказать, что у нас задача – это выявить самого харизматичного, самого яркого, самого эффектного бойца. И сам факт, что вы победите, это не значит, что вы пройдете дальше битву за хайп. Наша задача… Хайпануть именно надо, а именно не сделать. Вот это неправильный пример, по-моему. Именно спорту. Большой ущерб спорту наносит. А для их бизнеса это хорошо, конечно, ну, скажем… Там и другой сидит, я не знаю, который там с датчиком. Датчик какой может быть примером в спорте? Как утверждается, повелитель муромских лесов из рода серых псов пытался прорваться из Ленинградской области в Эстонию по воде в районе деревни Переволок. Вот и все. Вот, ну, вот это меня вот стерло, я же отвращение пойму, думаю, чем я занимаюсь, кого воспитываю, как их воспитывать. Вот здесь вот это все стирается. Да, ну, то есть сама составляющая спортивная, она уже ушла на второй план. И зрелищность. Там не зрелищность, это бардак. Я сегодня что, не смогу это сделать? Смогу? Ну да, у меня нету там миллионов подписчиков, там YouTube каналы. Найдем этих, кто это объявит. Багов есть, тот есть, Хабиб есть. Но Хабиб и Багов этого никогда не сделают. Я более чем уверен. Потому что это не в исламе не принято, это бардак, ну, вот что это делается. И не в правильном, так считаю. Бизнес может быть, да, кто-то хочет заработать. Но не в правильном воспитании не принято, чтобы само составляющая спорта стираться. Зачем тебе заниматься 20 лет, если ты можешь прийти там с профессионалом подраться, там, не знаю. И ты пройдешь под университет. Да? Нет, ты не пройдешь под университет. Будут решать 3 человека, ты хорошо подрался, забил, но ты не хайпанул, дорогой. Вот, не хайпанул, не смог там станцевать, не смог спеть. Это неотъемлемая часть шоу. Но я именно хочу моих детей всех воспитать, которые в зале находятся. Для меня без разницы, когда Эмир, Имран или же другие, которые моих близких друзей находятся в зале, они должны быть единые, вне зала они должны быть единые, кого-то обижают они вместе, здесь они семья. Для меня это в первую очередь семьи, да, институт семьи, который прививать. Это тяжело делается, я же говорю, вера разная, то разное, но детки на данный момент, то, что мы были там в 98-94 году, и сейчас дети, когда ребенок перед тобой в 1-2 года уже разговаривает и понимает, что тебе может выразиться, я в шоке, честно сказать. Вот это тяжело. Ты не знаешь, как ему ответить этому ребенку, который тебе в 3 года полностью разъясняется, полностью тебе говорит. Сейчас давай проведем небольшой блиц такой.
Да, без проблем, любой. Я буду задавать парочку вопросов. Ты не думая, отвечаешь сразу же. Хорошо. В печень или в пальцы? Печень. Палец в глаз или палец в пупок? В пупок. Челюсть или убежать? Бежать. Кто быстрее? 221 или ноги? Ноги. Лев или орел? Лев, конечно. Бегемот или носорог? Носорог. Я бы хотел, чтобы вот ты обратился к тем людям, которые хотят, в принципе, заниматься, ну, как бы откладывают на потом. Смотри, на работу ты можешь не пойти, где тебе зарплату дают? Ну, конечно же, нет. Нет. Так же и к этому надо относиться, что ты не можешь не пойти. Это твоя работа. Знаешь почему? Это твое здоровье, твое будущее твоих детей. Мы не знаем, сколько мы проживем, конечно, но лучше же прожить здоровым, нормальным. И в любом случае, когда ты спортом занимаешься, именно боевым единоборством, да любой вид спорта, футбол, неважно, куда они пойдут, это твое здоровье и твое будущее твоего поколения. Вот это тебя должно мотивировать. И ты это должен воспринимать так же, как работу. Ты должен пойти обязательно сделать это. Вот я себя сейчас, отличие, да, скажем, когда тренированный и не тренированный. Я не понимаю, как люди не занимаются просто. Я себя мясо, не знаю, вяленой рыбой ощущаю, которая... Это совсем разные люди, совсем разные личности. В том плане, что имею в виду, характер-то один, все одно и то же, но именно ощущение жизненного здоровья, энергии, которая у тебя есть, человеческой энергии, которая у тебя даже исходит, уверенности, это совсем разные вещи. Подытожь, пожалуйста, вот как-нибудь обращение для тех, вообще для обывателей, для простых обывателей, которые не занимаются спортом, не занимаются своим здоровьем. Очень много молодежи, которая употребляет всякую ненужную химию. Просто вот обращение к сегодняшней молодежи от Беслана Тлешева. Обращение к сегодняшней молодежи, к сожалению, очень много, я знаю, которые всякие там, скажем, даже среди бойцов. Как это, то, что закидывают? Снюс, ускорение какое-то там, всякие наркотические, да. Именно пить, курить, расслабляться, это убийство здоровья, это неправильный пример. Я бы хотел сказать на камеру, ребята, просто родители, которые на вас надеются, просто родители, которые вас любят, подумайте, хотят ли вас видеть вот такими. Для этого они вас воспитывали, не для этого. Будьте здоровы, несите только здоровый образ жизни, если вы даже не занимаетесь спортом. На этой оптимистичной ноте, с пожеланиями будьте здоровы. Спасибо тебе, что уделил нам немножечко времени. А мы увидимся с тобой еще в зале. Спасибо. Ну что ж, друзья, на этом наш выпуск подходит к концу. Ну а в завершении хотелось бы сказать слова одного из величайших бойцов прошлого столетия. Если ты встаешь после падения, это не физика, а характер. Ну а в следующем выпуске вы увидите, как приглашенная звезда будет испытана максимально на нашем проекте «На грани». До новых встреч, дорогие друзья. Пока!